Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, и я рада приветствовать вас на семейном канале «Делаем вместе своими руками». Сегодня мы с вами изготовим уютную и полезную вещицу – ключницу, которая будет украшена плетением и задекорирована в технике микс-медиа. Как сплести из бумажной лозы вот эту заготовку, вам сейчас покажет Андрей. А делается все очень просто. Берем кондопогу формата А4, то есть газетную бумагу, отмеряем 7 сантиметров, отрезаем полоску. Я сразу беру несколько листов, чтобы не резать каждый раз. Беру полосочку и накручиваю на спицу 2 мм. Начинаем с уголка, скручиваем такую вот трубочку. Хвостик трубочки берем и склеиваем клеевым карандашом. Вот у нас получилась газетная трубочка. Газетные трубочки окрашиваем. Мы красим морилкой, и у нас получается вот такие газетные трубочки. Затем нам нужно сделать какое-нибудь несложное приспособление. Например, берем картонку, размечаем ее шариковой ручкой и вот здесь прищепочкой закрепляем или зажимом. Но у меня есть другое приспособление, более удобное. Мы сделали вот такую дощечку, разметили ее, просверлили, поставили болтики и закрутили. Ссылка по изготовлению будет под видео, так же как и ссылка по окрашиванию трубочек. И уже сюда вставляем трубочки по разметке до самого конца. Вот эти размеры получается по 2 сантиметра. Берем и вот так вот вставляем трубочки. Делаем основу для плетения. Это вот такие стоечки. И потом эти стоечки мы зажимаем. После того, как мы все трубочки установили, берем 2 трубочки, наращиваем их, используя клей. Вот у нас получается вот такая петелька. Берем эту петельку и сразу заводим ее на первую трубочку. И потом верхняя трубочка идет вниз, нижняя трубочка наверх. Чтобы у нас было ровно, берем и подтягиваем. И продолжаем так плести. Верхняя трубочка вниз, нижняя наверх. Вот смотрите, можно подтянуть, можно ее вот сюда подогнать, как удобнее. И вот таким образом проплетаем. Вот у нас первый рядок уже получился. Эти трубочки у нас по суше, а вот эти увлажнены. Доходим до края, и нижняя трубочка у нас идет вверх, а верхняя идет вниз. Смотрите, она вниз и снизу сразу вверх. И продолжаем дальше плести. Вот таким образом. Верхняя трубочка каждый раз оказывается внизу. Вот у нас уже начал формироваться рисунок. Так, мы дошли до того момента, когда у нас заканчиваются трубочки. Что мы в таком случае делаем? Мы берем, обрезаем кончик и делаем наращивание с помощью клея. Капнули, взяли трубочку и ее туда аккуратненько, видите, у нас сейчас она схватится, и у нас все будет хорошо. Сразу наращиваем и вторую трубочку. Берем другую, обрезаем, капаем капельку клея и прям вот таким образом берем и закручиваем. Так, и теперь делаем точно такой же разворот. Верхняя идет вниз, а нижняя вверх. И автоматически заводим ее вот сюда. И продолжаем также себе плести. Быстро, просто. Можно немножко приминать. Если нужно, можно вот брать и подтягивать эти трубочки. Вот смотрите. Вот у нас все четко получается. Нужно нам подтянуть, берем и подтягиваем, не стесняемся. И все соблюдаем тоже правило. Верхняя трубочка вниз, нижняя трубочка вверх. И продолжаем наше плетение. Хочу обратить ваше внимание на то, что нужно при плетении, чтобы вот эти стоечки у нас крайние не уходили. Стоечки должны идти вдоль вот этих полосок, вдоль нашей разметки, чтобы у нас плетение не смещалось влево или вправо, или вот не было вот таких зигзагов. И вот мы дошли до предпоследнего ряда и считаем, что такой длины нам уже достаточно. Теперь мы доплетем эти трубочки до конца и потом или спрячем их в плетение, или обрежем и замкнем их. Сейчас я покажу, как мы это сделаем.
Самый простой способ. Обрезаем трубочки и заправляем хвостики с внутренней части. Прямо сюда вот, в плетение между трубочкой. Вот берем и сюда, прямо в плетение к трубочке заправляем. Эту сюда заправили, а эту мы заправим прямо в само плетение. Обрезаем ее и туда заправляем. После того, как мы покроем 2 слоями ПВА, эти трубочки у нас никуда не денутся. Так, после того, как мы заправили трубочки в плетение, достанем, смочим и прокатаем скалкой, чтобы трубочки наши сели и плетение стало более плоским. Ну, вот так вот просто ее усаживаем, делаем такую усадку, прокатывая их с обоих сторон. Вот, после того, как мы его прокатаем, мы будем покрывать клеем ПВА, чтобы эта пластинка у нас стала такой твердой, и будем уже наносить рисунок. После того, как наша бумажная заготовка была дважды обработана клеем ПВА, полностью просохла, она стала твердой, и мы можем переходить к следующему этапу. Сейчас мы просто подрежем торчащие у нас трубочки основы. На обычную разделочную доску мы закрепляем наше плетение. Вот видно у нас места среза. Здесь мы подстраховались. Сначала промазали клеем и затем сверху закрепили уже саморезами. В строительном магазине купили заготовку тоже для ключницы. У нас здесь мышата, ключик и крючки для связок с ключами. Но если в ваших магазинах вот таких фигурных изделий не найти, то можно заменить самыми обыкновенными крючками из строительного магазина, которые тоже будут очень функциональны, очень красиво будут смотреться на вашей работе и при этом справиться прекрасно со своей задачей. Ну, сегодня у нас есть наши чудесные мышата. Кроме того, мне бы хотелось закрыть вот эти не очень красивые шляпки от саморезов. Поэтому в ход пойдет все то, что я очень люблю, а именно фрагменты кружева, которые когда-то использовались в шитье брошек, вот такие деревянные заготовки сердечек, а также фрагменты кружева, которые я тоже уже не помню даже когда покупала, но потихонечку использую уже в течение долгого времени. То, что все здесь выглядит разным цветом и пока что не очень дружит между собой, пускай вас не удивляет, мы это все покрасим обязательно черным акрилом. И потом запатинируем уже белой акриловой краской для радиаторов. Все, приступаем к приклеиванию кружева. Нужно запомнить, как у нас все было на местах, чтобы потом это просто воспроизвести. Здесь я планирую, чтобы цветочки были под металлической заготовкой, поэтому накладываю их сразу. Приклеивать их буду только в серединке. Мне нравится, когда какие-то части получаются объемными. Не хочу, чтобы все было прилипшее и плоское. Очень приятная процедура, когда можно играть просто с этими элементами, раскладывать их в любом порядке, в котором нравится. Можно проверить фиксацию наших элементов, прям подергать с усилием, почувствовать, что они не отрываются. Выключаем термопистолет, он нам больше не понадобится. Так, мы защитили нашу рабочую поверхность, руки. Я взяла кисть самую бюджетную из строительного магазина и акриловую краску для дизайнерских и декоративно-прикладных работ. Какая-то особенная кисть нам здесь не нужна. Нужна кисть с жестким ворсом, потому что мы сейчас будем закрашивать полностью все, что у нас приклеено. Самое главное здесь, чтобы у нас не оставалось непрокрасов. Обязательно прокрашиваем со всех сторон, в том числе и с торца. Ну, когда я закрашивала впервые, у меня было устойчивое ощущение, что я все испортила. Что до этого грязное, черное, мрачное. А потом, когда мы высветляем эти элементы, они как будто выступают на общем фоне и начинают красиво, по-настоящему красиво звучать.
Наша заготовка полностью высохла. И теперь мы будем ее патинировать. Для этого мы берем кусочек губки, обмакиваем в краску белую акриловую для радиаторов, излишки краски отбиваем на подложечку и очень аккуратненько стараемся выделять выступающие части. Для меня это самый приятный момент, когда среди черного фона у нас проступает белый рисунок. То, чего было не видно, вдруг у нас становится заметным. У нас появляется фактура. Здесь я тоже буду очень-очень деликатно добавлять, просто для того, чтобы подчеркнуть плетение. Главное не переборщить с краской. И лучше дважды запатинировать, добавить вторым слоем, может быть даже и третьим. Надеюсь, что вам хорошо видно, как выходит на поверхность структура дерева, структура кружева. Ну, акцент мы все-таки расставляем на сердечках и на цветах. Мышки наши пока полностью черные. Вот на этом сероватом уже фоне они контрастно смотрятся. Но и это еще не все, потому что у меня есть 2 декоративных воска. Сегодня я буду использовать декоративный воск, который придает приятный металлический блеск и слегка тонирует в голубоватый тон то, что мы покрасили белой красочкой. Надеюсь, вам видно, как мерцает блеск, который появляется после воска нанесения. Теперь мы крепим наших мышат с крючками для ключей. Так, наш бессменный оператор только что поработал еще шуруповертом, закрепил наших мышат. Теперь все держится очень прочно, но появилось желание шляпки закрасить. Хорошо бы для этого использовать тонкую кисточку, но когда в доме есть дети, тонкие кисточки исчезают с космической скоростью. Захотелось выделить фигурки мышат на этом фоне. Попробуем сейчас это сделать. Все-таки они у нас центральные фигуры композиции нашей. Хочется, чтобы их было видно. Немножко тычками выделим ключик. Особенно загнутые части, на которых будут вешаться ключи. Здесь на ключе металлический блеск воска будет очень кстати. Можно считать нашу работу выполненной. Надеюсь, что эта работа была интересна и приятна не только для нас, но и принесет вам какую-то пользу. Оставайтесь с нами на нашем канале. Всего доброго. До свидания.